Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Это видео будет смешным, я надеюсь. Я предлагаю вам посмотреть и послушать шутки на русском языке. Тебе грустно, одиноко и нечем заняться? Приходи ко мне, постирай, приготовь, помой посуду. Расскажи о себе. Я ленива, люблю поесть. Дальше лень рассказывать, пойду поем. Привет, ты сейчас занята? Да. Чем? Как заработать деньги? О, как раз то, что мне нужно. Сейчас узнаем. Нужно работать. Бесполезная книга. Пойдешь гулять? Не для того я за интернет плачу, чтобы из дома выходить. Назовите ваши сильные стороны. Настойчивость. Спасибо, мы с вами свяжемся. Нет, я здесь подожду. Хорошо. А что по зарплате? Для начала 300, а позже я могу поднять до 900. Окей, я тогда позже приду. Ну, сейчас я им все выскажу. Они у меня сейчас получат, гады. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Прошу прощения за беспокойство. А это вы учите избавляться от слов-паразитов? Ну, типа да. А чё? Не могу больше со своей женой жить. Каждый день требует: дай денег, дай денег. А зачем ей столько денег? Что она с ними делает? Не знаю, я еще ни разу не давал. Вам нельзя пить, курить, играть в карты? Доктор, скажите честно, тут уже была моя жена. Жена сказала мне, что если я еще раз назову ее Ленусик, она выгонит меня из дома. Мне кажется, что твоя Танюха права. Да поймите же, мужчина, вы мне не нравитесь. У нас с вами нет ничего общего. Мадам, а родина? Учительница спрашивает: Маша, если у тебя есть рубль, и ты просишь у брата еще 1 рубль, сколько у тебя будет денег? 1 рубль. Ты плохо знаешь математику, говорит учительница. Это вы плохо знаете моего брата, отвечает девочка. Вот такой вот жадный брат. Папочка, купи мне барабан. Сынок, дай мне отдохнуть. У меня на работе и так много шума. Купи, папочка, я буду на нем играть, когда ты будешь спать. Какой заботливый мальчик. Мама, вчера, когда я играл на барабане, пришел дядя Коля, который живет на 2-м этаже. Что он сказал? Мама, дядя Коля очень хороший. Он подарил мне нож и сказал: посмотри, что в барабане. Какой добрый дядя Коля. Шерлок Холмс и доктор Ватсон путешествуют. Когда они шли по лесу, наступил вечер. Они поставили палатку и легли спать.
Ночью оба просыпаются. Холмс спрашивает: «Ватсон, о чем вам говорят эти звезды над нами?» «Они говорят мне о том, что завтра будет прекрасная погода. А вам?» «А мне они говорят о том, что у нас украли палатку». Вот как бывает. Выносил мусор в маске, перчатках и с паспортом. И все равно оштрафовали. Сказали, что без трусов тоже нельзя. Вот такой пошлый анекдот. Если варить пельмени 20 минут, то это все еще пельмени. Если варить 40 минут, то это макароны по-флотски. А если 60 минут и посыпать сыром, то уже лазанья. Это был лайфхак. Боюсь идти на собеседование. А вдруг я им понравлюсь, и мне придется работать? Да, очень грустно. Если долго сидеть в интернете, то может наступить утро. А если еще чуть-чуть, то и лето. Очень жизненно. Встречаются две подруги. Одна спрашивает: «Говорят, Софа, ты со своим мужем рассталась. Почему?» «А ты, Фира, смогла бы жить с человеком, который курит, пьет, ругается матом, да еще и дерется?» «Конечно, нет». Вот и он не смог. Вот такая боевая женщина. Звонок. Дантист открывает дверь и видит 10 мальчиков. «Мне нужно вырвать зуб», — говорит один мальчик. «А твои друзья?» — спрашивает врач. «Они пришли послушать, как я буду кричать». Вот такие любопытные мальчики. Встречаются два друга. Один спрашивает: «Саня, ты когда мне деньги вернешь?» «Давай 30 февраля подъеду и все отдам». «Договорились, а то я думал, ты опять меня обмануть хочешь». Вот такая шутка с подвохом. Нужно немного поразмыслить, в чем прикол. Муж сказал, что у меня 2 недостатка. Я его не слушаю, и еще какой-то. Как заинтересовать человека? Напишите «кстати», через пару секунд добавьте. Хотя нет, забудь. Следующая шутка о жизни. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Моргнул? Понедельник. Очень жизненно. Две подруги в кафе. Одна ест пирожное, вторая спрашивает: «Ты разве не на диете?» «На диете», отвечает подруга. «Но ты же только что съела 2 пирожных». «А хотела 4», отвечает подруга. Вот такая бывает диета у некоторых женщин. Учительница говорит: «Сегодня, дети, мы будем спрягать глаголы. Я стою, ты стоишь, он стоит, мы стоим, вы стоите, они стоят». Вовочка, повтори. «Все стоят», говорит Вовочка. Какой умный и находчивый мальчик. Мужчина приходит в гости к другу. Друг говорит: «Проходи, чувствуй себя как дома, можешь пропылесосить». Я бы тоже кого-нибудь пригласила к себе пропылесосить. Никогда не хвалю себя просто так. Вот такая я молодец. Хотела начать бегать по утрам, но осенью слишком мокро, зимой слишком холодно, весной слишком грязно, летом слишком жарко. Так что никакого спорта. Ну что, первый шаг к похудению сделан, я потолстела. Не ругайте ленивых людей, они ничего не сделали. Тебе грустно? У тебя депрессия?
Не забывай, что у тебя еще и денег нет. Вот такая злая шутка. Как накопить 1 миллион долларов за год? Просто откладывайте по 2740 долларов в день. Не благодарите. Жена говорит мужу: «Дорогой, ты говорил, что любишь картошку. Я готовила картошку в понедельник, во вторник, в среду, в четверг и в пятницу. Сегодня суббота, и ты говоришь, что уже не любишь картошку. Что случилось?» В самом деле, обнаглел. Мама говорит дочке: «Вот тебе 10 конфет, половину дай брату». «Хорошо», – отвечает дочка и дает брату 3 конфеты. «Как? Разве ты не умеешь считать?» – удивляется мама. «Я-то умею, но мой брат очень маленький, он не умеет считать». Вот такая хитрая девочка. Маленькая девочка спрашивает маму: «Мама, почему у меня 2 руки, 2 ноги, 2 глаза, 2 уха и только 1 язык?» «Это чтобы ты больше работала, больше ходила, больше видела, больше слышала и меньше говорила». Мама говорит: «Что ты делаешь, Маша?» «Я пишу письмо». «Но ты не умеешь писать». «Ну и что? Моя подруга Оля не умеет читать». «Что ты делаешь?» «Помогаю Васе». «А что делает Вася?» «Он отдыхает». Я бы тоже хотела помогать Васе. А вы? Маленький Сережа говорит: «Я говорю по-русски, по-французски, по-английски и по-испански». Как по-французски «до свидания»? Auf Wiedersehen. Но это по-немецки. Значит, я и немецкий знаю. Какой самоуверенный мальчик. Маленький мальчик спрашивает папу: «Папа, где ты родился?» «В Москве», отвечает папа. «А мама где родилась?» «В Киеве». «А я где родился?» «В Санкт-Петербурге». «Как хорошо, что все мы встретились», говорит мальчик. Идут 2 алкаша по улице, а навстречу им 2 мента. Один алкаш говорит другому: «О, голубые идут». «Почему?» «Вокруг столько красивых баб, а пристанут к нам». Кто такой алкаш? Это алкоголик. Мент от слова милиционер, потому что раньше в России была милиция, да, а не полиция. То есть мент – это милиционер. Голубой – сленговое слово, значит гей. Баба – это грубое слово, которое обозначает женщин, девушек. Пристать – приставать. Привязаться – донимать, докучать. Например, «Что ты ко мне пристал?» То есть хватит мне мешать, докучать мне. Вторая шутка. Изабель: «О, я тоже обожаю читать. У тебя есть любимая книга?» «Да, 1984». «А чё так много?» «Чё» здесь в значении «почему». То есть почему так много. А вообще, чё это значит что. Например, чё делаешь? Что делаешь? Третья шутка об извечной проблеме «как похудеть». Вот как перестать жрать на ночь? Могу рассказать. Рассказать и я могу, а перестать как? Жрать – это разговорное грубое слово, значит много есть. Четвертая шутка о погоде. Встретимся сегодня? Я бы с радостью, но там такой дубак. Давай летом. Дубак, сильный холод, мороз. Пятая шутка – анекдот. Новый директор собирает коллектив. В общем, работать будем так. Понедельник
отходняк от выходных. Во вторник – подготовка к работе. В среду усердно работаем. В четверг – отходняк от работы. В пятницу – подготовка к выходным. Суббота и воскресенье – выходной. Все ясно? Реплика из зала. И долго мы так по средам вкалывать еще будем? Отходняк – это жаргон, болезненное состояние после сильного алкогольного или наркотического опьянения, слишком тяжелой работы, стресса и тому подобное. Вкалывать очень много и тяжело работать. Шестая шутка – что-то вроде небольшого рассказа. У нас довольно дружный двор. Общаемся на детской площадке. Поэтому я не удивилась, когда со мной заговорила незнакомая девушка. Она долго распиналась о том, что ребенком мужчину не удержать, что брак по залету обречен. Я не понимала, но кивала. Но потом она стала рассказывать, что они с моим мужем любят друг друга, и я должна его отпустить и не шантажировать дочерью. Все бы ничего, но я не замужем. Оказалось, мой сосед выдавал меня за свою жену, чтобы не жениться на этой девушке. Вот такой хитрый сосед. Довольно дружный. Достаточно дружный в достаточной степени, то есть меня это устраивает. Заговорила, начала говорить. Например, стучать, застучать. Дождь застучал по крыше, то есть начал стучать. Распиналась, распинаться. Долго говорить, долго рассказывать, долго объяснять. Например, я тут распинаюсь, а ты меня не слушаешь. То есть я долго говорю, долго рассказываю что-то, а ты не слушаешь. Залет – это незапланированная беременность. Глагол инфинитив – залететь. Например, моя подруга залетела, то есть забеременела, но она это не планировала. Брак обречен, то есть ему конец, из этого ничего не получится. Брак скоро распадется, муж и жена расстанутся. Например, говорят «больной обречен», то есть это значит, что он скоро умрет. Стала рассказывать, начала рассказывать, приступила к рассказу. Например, я сказала маме, что забыла купить молока, а она стала на меня кричать, то есть начала на меня кричать. Все бы ничего, но это хорошо, все сносно, терпимо, довольно хорошо. Например, все бы ничего, но поставщики подвели. То есть все было довольно хорошо, пока поставщики не подвели меня. И не привезли мне товар, например. Все бы ничего, однако с рыбалки мы вернулись без рыбы. Выдавал за свою жену. На самом деле она не была его женой. Назвать, представить не тем, что есть на самом деле. Вообще у глагола «выдавать» очень много значений. Седьмая шутка связана с тем, что многие сидели на карантине. Пока остальной бизнес хоть как-то барахтается, бизнес домушников лег полностью. Барахтается. Барахтаться, пытаться выжить, остаться на плаву. Домушники – это воры, которые грабят дома. Да? Домушник от слова «дом». Лег полностью, то есть прекратил свое существование. Воры больше не могут воровать, потому что люди сидят дома на карантине. Восьмая шутка. Где потусить на 100 рублей в 1978 году? Потусить – это значит повеселиться, хорошо провести время. Девятая шутка о том, как один друг пытается заманить другого, помочь ему чинить машину. Приглашаю тебя сегодня на романтический вечер. Свечи, масло, приглушенный свет. Не, я второй раз не поведусь на вечер в твоем гараже. Не, это значит нет. Не поведусь, не поддамся на уговоры, уловки. Десятая шутка о плохом пении и его последствиях. Вчера вышла на балкон попеть. Соседи забросали меня помидорами и картошкой. Сегодня тоже выйду.
Мне еще кусок мяса нужен и яйца. Попеть, провести некоторое время в пении, занимаясь пением. 11 шутка о кулинарии. Какое твое коронное блюдо? Ну, я неплохо ставлю чайник. Коронное – это лучшее, которое ты лучше всего умеешь готовить. Ну, слово-паразит, которое помогает заполнить паузу в разговоре, когда вам нужно какое-то время, чтобы подумать, что говорить дальше. Неплохо ставлю чайник. Ставить чайник – это значит ставить его на плиту, да, чтобы погреть воду. 12 шутка об антисептиках и санитайзерах. Нет, ты прикинь, до чего довели народ. Водкой руки моют. Нет, здесь в значении «не могу поверить». Прикинь, подумай, представь, вообрази. 13 шутка о семейной жизни. Вчера сказал жене, что суп невкусный. Получил леща, а сегодня ем его. Вкус обалденный. Наверное, настоялся. Получил леща, то есть получил удар. Лещ – удар со всего размаху, сопровождающийся звуком. Также лещ – это рыба. Но в значении «удар» слово «лещ» используется в выражениях вроде «дать леща», «получить леща». Обалденный. От глагола «обалдеть», да, то есть суперский, превосходный, великолепный, потрясающий, очень вкусный. Настоялся. То есть со временем его вкус усилился и улучшился. Например, мы часто настаиваем чай перед тем, как его пить. То есть чай нужно сначала настоять. 14 шутка. Объявление. Срочно ищу красивого мужика, который будет жить у меня дома, чтобы я стеснялась при нем жрать. Как похудею, можем разбежаться. Мужик. Грубое, разговорное, значит мужчина. То же самое, как баба, женщина, девушка. Жрать. Грубое, разговорное. Есть, кушать. Как похудею, это значит когда похудею, да? Как разговорная форма. Можем разбежаться, мы можем разойтись, можем расстаться. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, я немного подняла вам настроение этими шутками. Желаю вам удачи в изучении русского языка, хорошего настроения. Уверена, что вы молодцы. Пока!